Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Второй расклад. Что случится до конца года 2024? Месяца октябрь, ноябрь, декабрь. Чего ждать? И, конечно, у каждого свои ожидания, свои планы, вопросы, которые уже запущены прежде и сейчас в процессе решения. Вы уже чего-то, может быть, ожидаете, когда же, наконец, или документ получите, или на самом деле решится ваш вопрос. Есть и планы на будущее. Но за время последних месяцев уходящего года планетарные транзиты нам могут вернуть некоторые вопросы, ситуации или какие-то проблемы, тоже о них могут напомнить. Некоторые тайны могут скрыться и поставить нас в конечном итоге перед каким-то фактом или каким-то выбором. Много эмоций в целом до конца года может быть, как и радостных, так и, возможно, не без сожаления. Но есть и то, что требует нашего внимания. И давайте настроимся услышать подсказки собственной интуиции. Будем реалистами, любой расклад не расскажет о личной истории, о нюансах жизни каждого из вас. Но если дать сознанию успокоиться, чтобы оно не давило на нас своим шаблоном или какой-то конструкцией ума, мы сможем услышать подсказки интуиции. Жизнь может развиваться по каким-то своим канонам, правилам. И вот смотрите, торопится вам перевернуться две карты. Карта императрица, карта влюбленная. Какая-то личная жизнь и смена статуса у кого-то, правда, на кону. Может быть, решается серьезный вопрос. Выйду ли я замуж, или жениться мне, или не жениться, или наоборот, разводиться или нет. Есть сам по себе выбор. Карта влюбленная. И она говорит, обратите внимание, нам изображены двое, и у каждого, я надеюсь, видно, у каждого яблоко в руке. Нет победителей, нет проигравших. Вот какой-то сложный как раз выбор может быть. И карта императрицы – это когда мы надеемся сами на себя. Мы готовы брать ответственность. Это карта статусная. И одновременно у кого-то этот может быть выбор как раз между, к примеру, вашими заработками, вашими достижениями, бизнесом, личным каким-то делом, творчеством и любовью. И такие выборы в нашей жизни тоже бывают. Или выбор на согласие продолжения какого-то союза. В целом до конца года может сложиться даже планетарно такая ситуация по части, может быть, тех союзов, которые продолжаются длительное время, и они должны завершиться каким-то итогом. Либо мы вместе, и, возможно, встанет вопрос о юридическом оформлении отношений. И здесь у каждого по-разному. У кого-то продолжение, у кого-то и расставание. И это я тоже могу допустить. Статус, если нам говорят, что мы меняем, вы, мои дорогие. И планетарно такое вполне может проиграться. И это потребует от вас решить эту проблему или этот вопрос. И, как знаете, вопрос острый, его не замолчишь, его не поставишь на паузу. Ну, давайте идем вперед и узнаем, что же случится или в какой сфере жизни вас ожидают вот такие серьезные вопросы или в целом энергетика. И если мы сказали о 3 месяцах, мы достанем 3 карты. Это у нас будет октябрь, ноябрь и декабрь. Достанем карту и спросим, что вас удивит. Кто или что появится неожиданно? К чему все идет? Что исполнится? Какое ваше желание, намерение или в какой области жизни, как раз в сфере жизни ждать бонусов или подвижек вашего дела? Какая тайна откроется? И в целом, чего ждать дальше? Что будет дальше? С заходом на 2025 год, что будет продолжено, какие энергии или сфера жизни. Что случится? Ну, правда, не случайно, наверное, перевернулась карта как императрицы, так и выбора, влюбленный старший аркан. И нам показывают, это у вас может быть такое состояние, эта колода хорошо описывает именно наши ощущения. Эта карта
показывает, как вы можете себя чувствовать. Словно хочется отгородиться, поставить своеобразный, может быть, и невидимый забор из мечей. Не хочется себя ранить, не хочется вообще какие-то вопросы решать. Вообще это карта сомнений, это внутренние страхи. И к вопросу о том, что выбор какой-то у вас стоит, может быть, вы сейчас смотрите видео в преддверии еще октября даже, но уже сейчас выбор этот сделать сложно, потому что он основан на эмоциях. Карта говорит однозначно, тебе это может помешать. Эмоциональный сам по себе фон. Тебя он заставляет искать черную кошку в темной комнате. Или наоборот, грушу на вербе. И ни то, и ни другое не жизнеспособно. Поэтому более рационально подойти и видеть мир, обстоятельства открытыми глазами. И есть какой-то уход своеобразный от решения вопросов, мои дорогие. Может быть, и не хочется, может быть, и какая-то история надоела. Вот я такое тоже могу предположить. Давайте немножко поясним, потому что восьмерка жезлов не самая убедительная карта на 3 месяца. Чего это может касаться? Опять императрица. Действительно, личной жизни, статуса или выбор между личной жизнью, личным творчеством, личным делом, занятием, зарабатыванием денег. И такое тоже вполне я могу предположить, потому что ну, некоторую отрешенность требуют наши личные прогрессивные желания. Я имею в виду как и бизнес, так и продвижение личного дела. Хочется быть более свободным, менее, ну, в каких-то рамках обязательствах. Вот есть такое. Но, с другой стороны, может быть, и есть и человек, с которым хочется быть. Но умом вы можете понимать, что, ну, как-то не все нюансы понятны. Или могут быть варианты. А не найду ли я еще раз какие-то грабли? Но есть сомнения определенно. И надеетесь-то вы сами на себя, это правда. Но я бы сказала, у кого-то действительно я выбираю себя. Вот такой может быть мотив. Как ни странно, хотя у вас сейчас и по деньгам, конечно, сейчас как раз прогрессивный период начинается. Но и в личной жизни что-то изменить. Период хороший также. Карта императрицы может, мои дорогие девочки, говорить, что я жду ребенка, или вы предложение как раз руки и сердца могли получить. Но личная жизнь может проигрываться наиболее активно. У кого нет вот каких-то личных устремлений. Есть усталость. Это на самом деле и восьмерка мечей, когда хочется отгородиться от усталости. Какая-то многозадачность у вас есть. И этот выбор стоит между тем, что у меня словно вся моя жизнь, это основной, наверное, страх. Разделиться на до и после. И вроде упустить чего-то не хочется, может быть, и партнер того стоит. Но сказать, вы готовы нырнуть в этот омут личных отношений с головой, я тоже не могу. Есть еще и события извне, которые вас вынуждают действовать по своему сценарию. Есть определенная опаска по карте башня. У кого-то это может быть внутреннее ощущение, что как только я кому-то дам согласие, моя жизнь пойдет наперекосяк, правда? Внутренние такие страхи тоже может быть. Как что-то будет разрушено, я чего-то не успею, я не смогу уделять внимание, допустим, своей работе или своему творчеству. И среди вас много творческих людей, и занимаетесь вы самыми разными направлениями. Так вот тут может быть такое, что мне придется как будто выкраивать постоянно время для личной жизни. Может быть и так. Для кого-то из вас это сомнение. Меня смотрят люди из разных стран, когда сложилась сложная ситуация именно по обстоятельствам. Но есть еще значение по карте башня успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И у кого-то вот этот последний вагон будет как ваше личное дело, какая-то задумка, ну, как ноу-хау, который вы обязательно хотите воплотить в жизнь. А для кого-то из вас необходимо вынужденный переезд или изменение статуса, изменение вашей, ну, как организации жизни, потому что что-то не может быть продолжено как прежде. И из-за этого тоже могут быть разные страхи. Ну, вот, наверное, самые разные причины, направления. Давайте узнаем, чем порадует октябрь.
Это карта колесница, и она нам говорит, что перемены все равно будут. Сколько мы тут что-то не откладывай, не задерживай, нам все равно придется держать руку на пульсе, иначе мы отдадим свою судьбу на волю случая. И там уже эта колесница как понесет. Поэтому свои действия активные надо как бы держать наготове. По аркану колесницы как раз и действовать иногда нам приходится быстро. Это не значит, что мы действуем стремглав, не успев додумать. Нет. И карта дает совет. Ты самое главное, не опирайся на какой-то свой прежний опыт. Позволь прошлому просто, уйти. И если вот эти сомнения по 8 мечей, которые у вас вызваны именно тем, что какая-то прежняя, может быть, история была не самая счастливая, и вам хочется дистанцироваться, вы никому не верите, тогда не стоит постоянно все равно находиться как бы под гнетом этих грустных воспоминаний, иначе невозможно счастливое будущее построить. Для кого-то из вас какая-то поездка будет очень важная, или, в принципе, перемены. Может быть, вы уже что-то планируете. И, в принципе, по этой карте мы мчимся к удаче, к успеху, поэтому очень продуктивный в целом, как энергетика, на октябрь месяц для вас может быть. И планетарно тоже. Поэтому месяц перемен. Давайте посмотрим, что в ноябре. Могут быть по пажу кубков и известия от детей, или дела детей, может быть и подросших детей, но это больше радость. Это уже, как хорошее настроение или добрые известия, какой-то позитивный момент. И, кстати, может быть даже ноябрь более спокойный месяц, чем октябрь. Потому что тут какая-то движуха у вас на октябрь, по крайней мере, по карте колесница. Может быть, это и не будет весь месяц состоять из бесконечной турбулентности. Может быть, и это какой-то короткий период, но тогда еще получается сложнее. Было все спокойно, вдруг что-то свалилось на голову. По аркану колесницы нужно быть готовым к любым поворотам судьбы. Это, по сути, и есть поворот. Давайте мы узнаем, чего это касается. Колесница, хотя я понимаю, что у каждого по-своему. Правда, у вас какой-то важный переход. Карта мага, мои дорогие, у него все стихии в руках. И не совсем тут про эмоции. Может быть, с этими эмоциями как раз совладать и нужно, определиться нужно. 2 старших аркана на кону, как вы сами, как ваше продвижение, ваши честолюбивые планы. И правда, личная жизнь тоже может быть, поскольку выпадала карта императрица. Но я не могу, мои дорогие, сказать, что по карте мага это про любовь. Маг — это холодная карта. Это эмоций ни одной нет. Более того, магами не рождаются, ими становятся. И те люди, которые стали этим магом, они прошли очень сложный путь. И вот эти эмоции, отрицательные до бесконечности, их просто научили быть непроницаемым. И где-то самого себя ориентировать или спрашивать, что это, реальность или эмоция. Вот это первый, наверное, вопрос, когда маг понимает, что его сила в любой ситуации он найдет 1001 вариант, если не добавит эмоций. И тогда все стихии в руках. Любое дело, если поставить себе в план как намерение и цель и сказать, вот конечный результат должен быть достигнут. И тогда он найдет эти способы, чтобы это осуществить. Но на кону что-то очень важное у вас в октябре. Давайте, что же нам ноябрь, паж кубков? Что за энергии, правда, кубковые? Карта любящего человека. Карта того, кто готов прийти на взаимовыручку, на помощь. Это вообще и ваша карта, безусловно. Она, конечно, в целом может говорить как и о вопросах личной жизни, о том, что вам придется заниматься как и вопросами детей, или, может быть, вашей семьи, кто семейный, у вашей пары, или вопросы ваших родственников, может быть, и так. Давайте откроем на ноябрь, что нам скажут еще один старший аркан. И посмотрите, тут как, правда, не просчитаться надо, потому что, если мы говорим, карта колесница, карта мага, а на декабрь нулевой аркан шута. И по шуту это могут быть, так, в целом. Основные 2 направления, либо новые начинания, какие-то ваши новые планы, новая стратегия, тактика,
новые отношения, вот, кстати, это тоже может быть, но это попутно, потому что шут все-таки он идет просто за своей мечтой. Но есть еще и второй момент: не сглупить. И вот, наверное, от этого выбора, который вы сделаете в октябре, как-то разовьете или продолжите личную жизнь, что вы для себя определите. И будет означать какой-то итог в декабре. Что же это будет в декабре? Давайте, мне интересно, узнаем. А здесь как будто вам надо совместить туз кубков. Посмотрите, какая красивая карта. Кубок, и оттуда как кувшинки, как лилии, и через край какие-то эмоции. Это карта счастья, это карта искренности, кстати, с учетом кувшинок и лилии. Это карта внутренней наполненности, что немаловажно для вашего вдохновения какого-то, если вы уже занимаетесь творчеством. Ну и, понятно, любви. Эмпатии много у вас за период до конца года. И есть и люди, кто к вам, мои дорогие, относятся искренне. Может быть и правда, вот такой сложный какой-то вопрос вам состыковать, решить или в самом себе уравновесить разум и сердце в октябре сделать не так-то просто, потому что много сомнений. И, наверное, 50 как минимум процентов из-за усталости. Примите все же это к сведению. Ладно, идем дальше. И давайте мы откроем следующую карту. Что вас удивит? Семерка кубков. Вообще это ожидание. Или какая-то прокрастинация. Или опять же выбор. Выбор, когда сложно его сделать, потому что много что интересно. Или много чего манящего. Много того, что вы хотите попробовать, или себя как будто испробовать в каком-то новом деле, и вам не хочется, это вот точно, мои дорогие, как минимум половине из вас не будет хотеться загрузить себя какими-то узами, обязательствами. Наверное, поэтому и выбор этот сложен. Любые взаимоотношения мы будем говорить, кстати, хоть и рабочие. Может быть, у кого-то вопрос выбора по работе стоит, или мое продолжение дела, или хождение в организацию куда прежде. И с одной стороны хочется создать какой-то ваш проект. Вы уже можете для себя иметь разные варианты и даже визуализируя представлять, что из этого может классно что-то получиться. И в то же время есть какая-то обязаловка, опять же, по работе. Ну да, вот есть реальность, и совместить с тем, и не наступить на горло собственной песни вместе с тем. Какой-то лично ваш проект, сам по себе выбор. Так что же вас удивит? Возможности надолго, лет на 10, на 20. Вас удивит, может быть, то направление, вы его как будто прочувствуете, или будут предложения. Будет из чего выбирать, это, наверное, немаловажно. И будет то, что на длительный период времени, как по Плутону. Это, кстати, карта популярности. Сияйте, как звезда. Это популярность ваша, как и посредством интернет, может быть. Все же звезда – это пространство, эфир, ну и интернет в том числе. Поэтому расширить, если у вас свое дело, может быть, даже в самом начале. О себе заявить в интернет – это точно будет доброй практикой. Продумать, какими сервисами пользоваться, от каких отказаться, как себя защитить, немаловажный будет момент, потому что нулевой аркан нам все-таки выпадает и где-то так говорит: будь внимателен как и к себе, как и к имуществу, к паролям аккаунтов, платежных систем. Вот это нужно все контролировать, и это точно. В декабре как минимум. Ну, я бы сказала, с учетом колесницы, так уже и с октября можно начинать. А если вы действительно какой-то свой проект надумали, ну, тогда его продумать следует до мелочей. И при этом быть готовым корректировать свои планы. Но на кону что-то важное, ведь это карта исполнения желаний. Нам говорят, нет ничего невозможного. И опять выпадает карта императрица. На кону ваш статус. И вы знаете, правда, у кого-то этот статус будет проигрываться через личную жизнь и изменения. А у кого-то через бизнес, деньги или построение карьеры. Перспективы, мои дорогие. Поэтому
Ну, оставьте где-то сомнения. Правда, вы тут что-то можете долго думать, и самое главное, чего-то не упустить. Хотя ваш знак зодиака, правда, думать может долго, где-то сомневаться, есть такое. Но карта колесница выпадает, и это значит, словно, как я говорю, волшебный пендель вы сами себе дадите, потому что, может быть, с учетом башни, которая выпадала, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вы понимаете, время уходит, а я чего-то жду. И, может быть, вас удивит, когда вы получите сам результат, удивление будет. Чего же я так долго раздумывал? Вот я так вижу, вы определитесь, это точно. Не сам по себе выбор как-то для вас сложновато идет, но вы останетесь довольны. И что или кто появится неожиданно? Ну, здесь старший аркан, 13-й, смерти. Я надеюсь, все правильно понимают, что это аркан трансформации, это не про смерть. А уж тем более, что появятся новые возможности. Они как будто в тени, поэтому вам и нужно быть магом и готовым к тому, что обстановка будет меняться. То, что вам будет обещано, может быть, не сбываться. Поэтому у вас аркан мага выпадал рядом с колесницей буквально с октября. Какая-то история ваша новая словно запускается, и нам говорят, не оглядывайся назад. Потому что ты теперь вот как карта колесница, так и карта 13-го аркана. Она говорит о том, что прошлое, оно словно не имеет значения. Для тебя важнее смотреть в будущее. Вот какие-то будущие уже планы, возможности, трансформации нам говорят. Но это всегда мы исследуем непознанную землю без карты и исследуем в одиночку. Какой-то ваш проект, ваша задумка, она должна привести вас не просто к победе, а к осуществлению ваших планов. Это какой-то, как аркан, звезда, который выпадал как раз к 7 кубков. И вы можете даже сейчас где-то сомневаться, а тем не менее, вот прислушайтесь к подсказкам собственного шестого чувства. Куда вас зовет душа больше? И это нужно продолжать, потому что придется что-то отпускать. И если нам говорили карты, что выбор есть, выбор делать придется. Поэтому и, может быть, 13-й аркан нам как раз и говорит прощание с тем, что не может быть продолжено или не может быть для вас последующим прогрессом. Одновременно направо и налево мы не пойдем. От того, какой вы путь, в каком направлении выберете, от другого чего-то вам придется отказаться. Но все же искусство мелких шагов. Давайте посмотрим, что или кто появится неожиданно. По этой карте, кстати, вы можете завершить многие вопросы. Ух ты как, прямо прыжком. Что бы вы тут ни надумали, ни решали, 9 жезлов — это всегда у нас воин изображен, который уже набил шишек в своей борьбе. Ну, борьба — это так, иносказательно, аллегория. И нам 9 жезлов, кстати, в герметической колоде Таро, это карта великой мощи. То есть сил у нас достаточно. Но силы мы эти применяем очень продуманно. И часто и в картах нам своеобразный забор рисуют из этих 9 жезлов, но именно в этой колоде карт. Присмотритесь, как будто стоит человек, и постепенно как раз этот забор, прутья, как будто, да, один жезл и другой, расширяет пространство для выхода. Ваш выход на авансцену. И правда, выбор у вас будет, и сил у вас будет достаточно. Чего это может касаться? Как выход из какой-то зоны ограничений. Именно ваш собственный король кубков. То, что вы задумали, мои дорогие. Ваши планы. Отталкиваемся сами от себя. Давайте посмотрим. И опять карта императрица. Что же второе тут шло? Опять же карта звезда. Вперед за своей звездой, нечего сказать. Выбираете вы себя. И если что появится, даже если какие-то люди появятся, может быть, из прежних знакомых, прежние ситуации, правда, о себе могут напомнить, даже планетарно, но, наверное, для того, чтобы вы определили, что может быть продолжено, или какой союз действительно будет для меня вдохновением на долгие годы, или с чем-то разобраться, поставить все на местах, расставить, точнее, все по местам и сыграть последний аккорд.
у каждого по-своему. Что-то, то, что мы говорим, как по судьбе, вам вопросы придется решать, потому что приходится делать выбор. К чему все идет, вот эта ситуация, правда? Еще один старший аркан, обратите внимание, Иерофант. Карта кармы, карта обучения, вы можете как и чему-то обучаться, но это еще законник, поэтому это как и наш менталитет, это то, что принято в обществе. По этой карте как раз и проходит и бракосочетание, по этой карте проходит и то, что партнеры наши, да, приходят нам тоже. Зачем-то нам человек был дан. Не все люди будут с нами долгое время, но, может быть, как я сама себе говорю и шучу, карта Иерофант показывает партнерские отношения в двух направлениях. Первое для счастья, а второе для опыта. И, может быть, вы как раз к чему все идет, вы будете определять, кто мне дан, просто для опыта, на какой-то короткий период времени. Мне даны были эти отношения, а кто мне именно для счастья, и какая-то история будет продолжена. И я должна сказать, по работе, по вашей занятости то же самое. Мы готовы учиться. И по карте Иерофант, если вы занимаетесь преподавательской деятельностью, я вам могу точно сказать, что до конца года вы можете такой головокружительный взлет в карьере сделать. Главное, поставьте перед собой цель, и вы ее достигнете. И будьте магами. Тут как убыстряться что-то начнет. Тут вам именно помогает пространство Вселенная что-то изменить в своей жизни и одновременно достичь больше бонусов, получить. Понятно, что от ваших действий, от вашего выбора это будет зависеть. Но и есть и то, когда мы открыты, вы, мои дорогие, к чему все идет. По аркану Иерофант я сказала, мы готовы учиться. И здесь обучение, у кого-то может быть новое направление из вас. Вы окончательно определитесь до конца года. Я иду изучать или какие-то навыки, или получать как ремесло новую профессию. У кого-то я изучаю языки. Я расширяю горизонты собственных возможностей. Это будет для вас важно. Но и действовать по закону, по традициям, это тоже как правило. Это, ну, предполагает эта карта. И не нарушаем мы закон. Что исполнится? Ну, решение любовных вопросов личной жизни это исполнится. Карта, по сути дела, любви, даже не влюбленных, а любящих друг друга людей, которые понимают друг друга без слов. Поэтому какой-то союз у вас может состояться. Но я должна сказать, что для кого-то ведь из вас вот эти страхи совершенно напрасны. Когда стоит выбор между личной жизнью и работой, творчеством, трудом, занятостью какой-то вашей, вы сумеете найти этот баланс. Пятика сама по себе карта баланса, карта гармонии и искренних отношений. О чем нам? Давайте немножко поясним. Опять же маг. А что еще кроме мага мы? О маге с вами говорили. Сильная позиция. И тут прямо, вы посмотрите, как у вас маг. И прямо не то что по судьбе, а еще и по закону. А рядом карта Иерофант. Есть и отношения, когда вам, ну, может быть, и приходится, мои дорогие, я могу такое допустить. Это может касаться девочек, которые ждут ребенка, которые вы рассматриваете отношения, потому что вы готовитесь к материнству. Есть такое ваше само по себе состояние, когда вам максимально нужно оформить какие-то бумаги правильно, себя на последующий период где-то подстраховать и обезопасить. Ну, вот такие важные вехи в вашей жизни пройти. И правда, юстиция – это когда мы определяемся именно по закону, по правилам. Но для кого-то из вас ведь это может быть и расставание. Потому что рядом карта мага и, как мы говорили, холодная карта. Здесь у каждого по-своему. Что вы выберете, любовь или мага? Мне нечего добавить, каждый решает сам. Какая тайна откроется? Вы прочувствуете силу. Помимо того, что вам уже несколько раз выпадал маг, и это, конечно, с одной стороны, великий манипулятор, это продуманный человек,
Это тот, который ставит перед собой цели и их достигает. Но есть еще, это как карта женской силы в первую очередь. И это тоже сродни мага. Но энергии это более женские. Но если мы для всех уже говорим, обуздать собственное эго. Потому что всегда на карте сила изображена прекрасная дева и с ней лев. Лев у нас в цветах здесь изображен. Поэтому, ну, где-то все же договориться с самим собой. Вот это как какая-то тайна приходит к вам, что я могу сейчас осуществить очень многое. Для кого-то из вас как раз совместить личную жизнь и личные достижения. Вот мне нечего даже добавить. Давайте спросим, чего же ждать, что будет продолжаться. Вы знаете, несмотря вот на ваши все сильные позиции, у вас не должно быть конфронтации. С вами будут не соглашаться. И мы ведь спросили на 2025 год, и в последующем вы будете сталкиваться с людьми, которые, ну, не все вас будут радовать. Давайте будем откровенными. Это первая победа, когда мы можем настоять на своем, но поссориться. Или завершить какой-то союз, а потом об этом сожалеть. Поэтому будьте магами, волшебниками, уходите от какой-то конфронтации. Она ничего сама по себе не значит. Даже если мы решаем прекратить какие-то отношения, конфронтация не помогает. Лучше спокойная беседа. Ну а если вопрос стоит, заработков касается вашего бизнеса, то тут тоже смысла кому-то что-то доказывать нет. Не тратьте эмоции попусту. Посмотрите, первая восьмерка жезлов, последняя пятерка. Словно круг замкнулся. И карты могут так отдаленно для кого-то из вас подсказывать. Если ты дальше будешь начинать вот, ну, где-то вот с этой конфронтации, пусть это конфронтация в вашей душе, или когда вы с кем-то, ну, как мы говорим, на ножах, или с кем-то вы не согласны, кто-то вас больно ранит, то тогда тут и ссориться не нужно, но какие-то важные разговоры лучше прояснить. Почему я так говорю? Иначе у вас есть риск опять что-то завершить периодом сомнений. Любые вопросы, мои дорогие, как в течение до конца года, так и на последующий период, карта вам дает совет. Проговаривай. Не в себя их углубляй, а выноси на поверхность. По карте мага сумей спокойно проговорить то, что тебя беспокоит, наблюдая за собеседником. И 90% из твоих сомнений и каких-то внутренних страхов будут просто уходить. Сильная позиция у вас, мои дорогие, для чего хотите. Хоть для самовыражения, хоть для любви. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.